Послеполуденное небо медленно меняло цвет от бледно-голубого до теплого оранжевого, словно сигнализируя об окончании дня. Но для Тэхёна день был далек от завершения. В просторном репетиционном зале, где большие зеркальные стены отражали каждое движение, каждый вздох и каждое выражение лица, он стоял неподвижно. Пот выступил на лбу, дыхание было слегка затруднено, но взгляд был острым, сосредоточенным и решительным. Музыка снова заиграла. Глухие басы наполнили комнату, заставляя вибрировать деревянный пол под его ногами. Тэхён на мгновение закрыл глаза, позволяя ритму проникнуть в его тело. Это была не просто репетиция. Это была подготовка к чему-то большему, выступлению, которое увидят миллионы, сцене, которая еще раз докажет, кто он есть. Когда прозвучал первый удар, его тело мгновенно двинулось. Его шаги были твердыми, но плавными. Каждое движение рук, казалось, рассказывало историю. Не просто следование хореографии, а передача эмоций, не поддающихся выражению словами. Он не просто танцевал, он рассказывал историю. Но посреди этого, казалось бы, идеального ритма Тэхён внезапно остановился. «Еще раз!» – тихо пробормотал он, скорее себе, чем кому-либо еще. Он подошел к зеркалу и посмотрел на свое отражение. Волосы были немного растрепаны, тренировочная футболка промокла от пота, а дыхание все еще было прерывистым. Но больше всего он заметил свои глаза. «Чего-то не хватает», – прошептал он. Он прослушал определенный фрагмент песни, фрагмент, который, как ему казалось, он еще не совсем освоил. Дело было не в движениях, он знал каждую деталь наизусть. Дело было в ощущениях. В том, как каждый шаг мог тронуть сердце тех, кто его видел. Музыка заиграла снова. На этот раз он двигался медленнее. Он позволил своему телу глубже следовать ритму. Его плечи слегка опустились, руки двигались плавнее, выражение лица изменилось, стало мягче, многозначительнее. Он попытался представить сцену перед собой, прожектор, освещающий его лицо, и тысячи пар глаз, ожидающих каждого его движения. Он танцевал не только телом, но и душой. Время тянулось незаметно. Небо за окном потемнело, уступив место мерцающим огням города. Но в репетиционном зале Тэхён не останавливался. Бутылка с водой в углу комнаты была почти пуста, полотенце, которым он пользовался несколько раз, теперь лежало на полу, но он продолжал. Всякий раз, когда он чувствовал усталость, он просто останавливался, делал глубокий вдох, а затем вставал. Еще раз. Эти слова повторялись как мантра. Что-то внутри не позволяло ему довольствоваться достигнутым. Он всегда хотел большего. Лучше, глубже, искреннее. В перерывах между репетициями он сидел на полу, прислонившись спиной к зеркальной стене. Он смотрел в потолок, пытаясь успокоить свой кружащийся разум. В этой тишине начали всплывать воспоминания. Долгие репетиции в прошлом, грандиозные сцены, на которых он когда-то ступал, аплодисменты фанатов, которые всегда придавали ему сил. Он слегка улыбнулся. «Я должен снова выложиться на полную», – тихо сказал он. Не из-за требований, а потому что он искренне любил то, что делал. Через несколько минут он снова встал. Музыка снова заиграла, на этот раз чуть громче. Тэхён стоял посреди комнаты, на мгновение закрыл глаза, а затем открыл их с другим взглядом, более сильным, более уверенным. И он снова начал танцевать. Ее движения теперь казались более живыми. Каждый шаг имел цель, каждое выражение лица – смысл. Она больше не просто пыталась довести хореографию до совершенства, а была по-настоящему единым целым с ней. Словно музыка была частью ее самой, а ее тело – лишь средством ее выражения. Пот снова стекал по ее лицу, но ей было все равно. Усталость начинала сковывать мышцы, но она игнорировала это. Все, о чем она могла думать, это сцена. Как загорятся огни, как музыка будет разноситься по всей арене, как она будет стоять там, перед всем миром, и отдаст все свои силы. Когда песня наконец закончилась, она не остановилась сразу. Она оставалась в своем последнем положении, тяжело дыша, ее грудь быстро поднималась и опускалась. Прошло несколько секунд, прежде чем она наконец глубоко вздохнула и слегка опустила взгляд. В комнате царила тишина. Медленно она подняла голову и снова посмотрела в зеркало. На этот раз что-то было иначе. На ее лице появилась легкая улыбка.
Не потому, что она чувствовала себя идеальной, потому что знала, что совершенства на самом деле не существует, а потому, что знала, что отдала все силы в этот день. Он подошел к бутылке с водой, медленно выпил ее, затем взял полотенце, чтобы вытереть лицо. Его шаги стали немного легче, несмотря на усталость. Прежде чем выйти из комнаты, он остановился у двери. Он взглянул в зеркало, на то место, где провел часы, тренируясь, падая, поднимаясь и пробуя снова. «Завтра мы продолжим», — тихо сказал он. И с этими словами он вышел, оставив репетиционный зал снова в тишине. Но одно было ясно — вся эта тяжелая работа того стоила. Потому что, когда наступит день выступления, когда зазвучит музыка и включатся прожекторы, Тэхён не просто выступит. Он засияет. Аплодисменты постепенно стихли, оставив в воздухе затаенное чувство благоговения. Тэхён стоял в центре комнаты, его плечи медленно поднимались и опускались, дыхание начало стабилизироваться. Он поднял голову. Оглядываясь, команда наблюдала за ним, некоторые с довольными улыбками, другие все еще молчали, осмысливая увиденное. Один из хореографов подошел ближе. «Эта часть другая», — просто сказал он, но с многозначительным тоном. Тэхён лишь медленно кивнул. Он ничего не объяснил. Ни о долгой ночи, ни о той маленькой комнате, ни о своем одиночном путешествии. Потому что он знал, что не все нужно говорить. Некоторые вещи достаточно было показать. Репетиции возобновились. На этот раз двигался не только Тэхён, но и вся команда танцоров, которые будут выступать с ним. Позиции были переставлены, переходы отточены, и каждая мелочь была тщательно продумана. Музыка играла снова и снова, иногда останавливаясь посередине для исправлений, иногда начиная заново, чтобы обеспечить синхронизацию. Тэхён был в центре построения. Он руководил, не говоря много слов. Каждое его движение служило ориентиром, каждое его выражение лица – маркером эмоций, на которых должна была строиться вся команда. Но, несмотря на центральное положение, он никогда не казался доминирующим. Совсем наоборот, он сливался с толпой. Он подстраивался. Он создавал пространство, черпая энергию у окружающих, а затем возвращая ее в более сильной форме. Время шло. Час за часом проходил в одном и том же ритме: музыка, движение, исправление, повторение. Пол снова был пропитан потом, а комнату наполняли шаги и тяжелое дыхание. Никто не жаловался. Никто не задерживался дольше необходимого. Потому что все знали, что создают нечто важное. В разгар репетиции Тэхён несколько раз останавливался. Не потому, что забыл, а потому, что чувствовал, что что-то можно улучшить. Он подошел к одному из танцоров, указав на небольшую деталь в положении его рук. Он поговорил с хореографом о слегка нарушенном ритме. Он даже попробовал несколько вариаций движения, чтобы убедиться, что все правильно. Но на протяжении всего этого одно оставалось неизменным – та часть, которую он обнаружил накануне вечером. Каждый раз, когда он доходил до нее, он переставал думать. Его тело двигалось естественно. И каждый раз, когда это происходило, атмосфера в комнате менялась. То, что сначала казалось техническим, постепенно превращалось в нечто более живое. С приближением вечера репетиция наконец-то прекратилась. Некоторые просто сидели на полу, набирали воду, вытирали пот и вели непринужденные беседы, чтобы восстановить силы. Тэхён подошел к углу комнаты, взял бутылку с водой и тихо сел. Он не стал сразу говорить. Его взгляд был устремлен прямо перед собой, но разум снова работал. Он вспоминал каждую деталь дневной репетиции, что получилось, что не получилось и что можно улучшить. Для него репетиция не заканчивалась, когда останавливалась музыка. Оценка всегда продолжалась, даже в тишине. Не потому, что все было идеально, а потому, что она знала. Она отдала все силы этому процессу. И этого было достаточно. Когда она вышла из репетиционного зала тем днем, ее встретил угасающий солнечный свет. Небо вернулось к своему первоначальному цвету, такому же, как и накануне. Но чувство внутри нее было другим. Спокойнее, увереннее. Она знала, что день выступления приближается. И когда этот момент настанет, она не просто будет стоять на сцене как танцовщица. Она предстанет перед нами как человек, прошедший долгий путь, человек, который падал, поднимался, искал,
И, наконец, нашел. И там, под светом софитов и перед всем миром, все это будет увидено. Не как тренировка, не как усилие, а как нечто цельное, как она сама.